Всех любителей вязания приветствую, меня зовут Настя, и сегодня я повторно буду записывать видео о реглане без расчетов, так как на нашем канале, как оказалось, очень много иностранных зрителей, да, и научив их пользоваться субтитрами, мне придется перезаписать. Ну и в принципе, кто не понял, будет повтор. Итак, нам понадобится только цифра, количество петель, набранных на горловину. У каждого свое количество петель. Желательно, чтобы количество петель делилось, было кратное 4. 4 части. Делим на 4 части количество петель. В данном случае, для примера, я набрала 64 петли и замкнула их в круг. 65 одна для того, чтобы замкнуть в круг. Общее количество петель делим на 4 части. На 4 части. 1, 2, 3, 4. Пополам, пополам. Разделили на 4 части, получаем 16 петель. 16 петель это одна часть. Отымем от 16 петель вот сюда, вот сюда, сюда и сюда по одной петле. Одна петля, одна. Одна, одна, одна. Было 16, отняли одну, 15 петель пойдет вот сюда на узор. 15, 15, 15, 15. И начнем вязать первый ряд. Разметим маркеры. Одна петля, одна петля, одна петля, 15 петель, 15 петель, 15, одна, 15, одна, 15, одна, 15. И первый ряд я сделала установочный. Просто целый круг провязала все лицевые петли. Начинаем наши прибавки. Делаем накид, вот одна петля. Начинаем отсюда, начало. Одна петля. Накид, накид, одна петля лицевая, накид. И 15 петель провязываем любой узор. Любой узор. Я буду провязывать лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная до конца 15 петель. Провязала 15 петель. 15 петель. Одна. Одна, накид, лицевая петля, накид и 15 петель узор. Вяжем сами. 15 провязала любым узором, снова одна, стоит маркер, накид, лицевая петля, накид. Далее идут 15 петель. Вот эта сторона, 15 петель вяжем самостоятельно. И осталась последняя петля, вот эта вот, которая у меня, вот этот вот уже уголочек остался. То есть один маркер, одна петелька. Точно так же делаем накид, лицевая, накид. И вяжем 15 петель узора. В моем случае это 15 петель. Первый ряд мы провязали полностью весь круг. Теперь второй ряд мы вяжем отсюда же, да, и начинаем провязывать, маскировать за заднюю стеночку. Вот так вот. Все накиды будем маскировать за заднюю стеночку. И провязывать 1, 2,
3. То есть вместо одной у нас появилось 3 петли. Я их теперь обнесу вот так вот маркером. И еще один повешу. У нас стало 3 петли. То есть мы сделали прибавку. Второй ряд вяжем по рисунку. То есть без убавок, без прибавок. Просто весь круг провязываем по рисунку и маскируем наши накиды. Вот в этих местах. Провязала 15. Следующее. За заднюю стенку скрещенная лицевая. Второй ряд вяжем. Снова вяжем рисунок и подходим опять к нашему уголочку. Подошли сюда. Вот одна петля. Это накиды. Точно так же. Стало у нас 3 петли. Была одна петля, стало 3 петли. И снова до конца вяжем 15 петель. Прошли круг до конца весь. Теперь смотрим. В первом ряду одна петля была, прибавили 2 петли. Получается 3 петли. Вот здесь 3 петли. Здесь получилось 3 петли. У нас уголок начал расти. Здесь получилось 3 петли. Здесь получилось 3 петли. Вот эти полосы остаются всегда по 15 петель. Всегда одинаково. Далее третий ряд. 3 петли у нас здесь, здесь, здесь и здесь. Будем делать снова прибавки в каждом нечетном ряду. Накид, 3 петли, 3, прибавка. И далее 15 петель. То есть в каждой из этой точки мы прибавляем по 2 петельки. И еще раз. Накид, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Накид. Все. И у нас получается 1, 2, 3, 4, 5. 2 прибавки. 2 петли прибавилось. И узор. Во всех точках одинаково прибавляем. Провязала третий ряд по кругу. Четвертый ряд и все четные 6, 8. Провязываем все лицевые. Второй ряд, четвертый ряд, 6, 8, 10 и так далее, 12, 14. Сколько надо? Лицевые петли. Я имею в виду вот здесь. Здесь у нас идет узор. Любой узор на ваше усмотрение. В моем случае 15 петель. Четвертый ряд можно провязать вот так. Будет дырочка. Кто-то захочет так. Просто будут дырочки, да? Вот такие. Я их просто маскирую за заднюю стенку. Кому нравится или кому сложно провязывать, можете не маскировать. Я их маскирую за заднюю стенку. 1, 2, 3, 4. И последнюю маскирую. Уже 5 петель. Треугольник расширяется, растет, да? От одной петли 3, 5. Вот так вот растет. То есть вот таким образом. Вот так вот растет. И продолжаем делать прибавки в каждом четном ряду. Вот сейчас четвертый ряд я весь провязываю полностью, маскирую накиды эти.
прошли целиком весь круг. Начинаем 5-й ряд. 1, 2, 3, 4, 5 петель. 5-й ряд, 5 петель плюс 2 прибавки сделаем, 2 петли. Получаем 7 петель. То есть у нас каждые 2 ряда, получается, здесь прибавляется по 2 петли. Была 1, потом 3, теперь 5. Провяжем, будет 7 петель. Вот сейчас мы провяжем в 5-м ряду, добавим 2 петли, и будет 7 петель. И так далее мы будем дальше расти. Снова делаем прибавку, накид. 1, 2, 3, 4, 5 и накид. Все, получилось 7 петель. 7 петель. 7. И продолжаем в каждом уголочке в этом делать по 2 накида, по 2 петли прибавляем. 5-й ряд провязала по кругу, сделав соответствующие прибавки в каждом треугольничке в этом. 6-й ряд провязываю все по рисунку, где у меня узор, там рисунок. Здесь маскирую вот эти вот накиды за заднюю стенку. 2, получается 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, скрещенная петля просто 7. То есть была у нас 1 петля, 3, 5, теперь 7. Везде будет 7. Здесь всегда одно и то же количество петель. Всегда будет одно и то же количество петель. Продолжаем вязать самостоятельно. Опять мы провязали круг, и теперь нам нужно делать прибавки. Снова накиды, да? Это получается 7-й ряд. Делаем 2 петли, 2 накида. Получаем 9 петель. И снова у нас растет вот этот треугольник, растет до 9 петель. В следующем ряду он будет 11, 11, 13 и так далее. 15, 17. И может расти до тех пор, пока нам будет нужно. Сейчас покажу на примере. И вот таким образом в каждом нечетном ряду мы прибавляем, и у нас вот таким образом растет наше полотно. Тем самым образуется кокетка. Вот это, где у нас рисунок, участок, любое количество петель может быть здесь, оно у нас остается неизменным. Одно и то же количество петель. И когда мы вывяжем вот вид сверху, то есть так, у меня не умещается, я сейчас попробую сделать так, чтобы уместилось. Вот у меня 1 треугольник растет, 2-й треугольник растет, 3-й треугольник растет и 4-й треугольник растет. Потом я складываю пополам нужной длины, когда дошло. Вы примеряете на себя, и когда почувствовали, что вам достаточно для кокетки, длина кокетки достаточно, тогда мы начинаем уже делить на рукава, полочку и спинку. То есть делим на свое усмотрение, делаем примерку и делаем на свое усмотрение. Отдельно спинка, отдельно полочка и отдельно рукава. Это рукав, да? То есть эту же делим на свое усмотрение. Количество петель по кругу набираем в зависимости от толщины пряжи. В одном случае я набирала вот сюда 108 петель, в другом изделии для своей свекрови я набирала 160 петель. Здесь зависит и от толщины нити, и также от размера, на который мы вяжем, да? А здесь у меня по горловине 160 петель. Здесь рисунок у меня в 39 петель, по-моему, нет, 35 петель я показывала ранее. А здесь у меня петель, сейчас скажу,
26. То есть расчеты одни и те же. То есть начинаем наращивать треугольничек, буквально все. Единственное, вот в этом месте, сейчас, секунду. Для вот этой туники я набирала 108 петель, одну оставляла и по 26 клала на узор. Узор 26 всегда, постоянно будет идти неизменно. А где у меня единичка, из одной петли я делала постепенно 3, 5, 7, 9 и так далее. Вот у меня растет полотно вниз. Здесь я немножечко по-другому набирала. Здесь у меня 160 петель по горловине, 160. И оставляла, то есть 160 делила на 4, 40 получается, а 40 делила так, распределяла так, 5, 35, 5, 35. В общей сумме 160 петель. То есть какое количество петель вот сюда в треугольник вы положите изначально, без разницы, это на ваше усмотрение. Он все равно называется без расчетов. То есть муторных расчетов никаких нет. Положили просто, разделили на 4 части, вот так вот, да, нарисовали здесь галочки. Из каждой галочки сделали там 1 или 5 петель, без разницы, 7, 9. И определились количеством рисунка так, чтобы он лежал симметрично, так, чтобы он красиво там или удобно, красиво смотрелся, там или любимый рисунок, или просто какой-то для начинающих очень легкий. Вот в данном случае я готовлю вам мастер-класс по поводу вот этой вот туники. Здесь очень легкий рисунок, и здесь лицевые петли присутствуют. Все. Так что до скорых встреч. Всем желаю легких петелек. С вами была Настя. Всем пока.